Саундтрек игр Remedy — это нечто уникальное, но вместе с тем за написанием музыки к играм финской компании всегда стоит безумная история. Например, история о том, как ради искусства сжечь одно пианино, а другое разбить игрушками для взрослых. О том, как музыку для финала Alan Wake 2 придумали за 5 лет до релиза первой части, а музыку Quantum Break и вовсе написали в 80-х. О том, чем саундтрек Max Payne обязан демо-сцене и героям Меча и Магии. История о том, что рокеры Poets of the Fall пишут музыку для игр Remedy, даже когда не пишут музыку для игр Remedy, а также как от группы, у которой было за плечами 0 песен и которую просто попросили написать трек для финальных титров, дойти до исполнения музыки на одной из самых престижных премий года. И, наконец, это рассказ про суперсекретный лагерь по написанию песен. Иными словами, музыкальное сопровождение игр Remedy — это истории одних из самых выдающихся саундтреков, когда-либо созданных в индустрии. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Было бы странно начать с чего-то другого. Первая часть Max Payne даже по прошествии более чем 20 лет с момента релиза выглядит игрой, в которой все элементы тщательно выверены и подогнаны друг к другу. Музыке у финнов всегда уделено особое внимание. Начальная заставка, что проигрывается еще до того, как игрок попадает в главное меню, сразу дает понять, чего ожидать дальше. Вроде бы это типичный эмбиент, но который при этом передает борьбу, нарастающее напряжение. Один повторяющийся мрачный аккорд и вторящий ему саундскейп в виде биения сердца только лишь ускоряются со временем, но это производит нужный эффект на слушателя. Всего за 30 секунд без единого слова мы понимаем, что нас ожидает совсем нелегкая прогулка. Гениальность в простоте. За нее принято благодарить финских музыкантов Катси Хаттака и Кимма Каяцо. При этом над саундтреком работал еще один творец, а другой, один из самых важных авторов музыки для игр компании в дальнейшем, присутствует в самой игре, но непосредственно саундтреком не занимается. Как так получилось? Обо всем по порядку. Я думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что главная тема игры — это одна из самых знаковых мелодий в истории игровой индустрии. Оригинальная, но опять же не слишком навороченная и от этого простая для запоминания, а основную партию так и вовсе можно узнать, мне кажется, с первых мгновений. Это интересная и одновременно грустная музыкальная пьеса, написанная для фортепиано, струнных и завораживающих электрогитар. Все эти компоненты вместе идеально вписываются в главный слоган игры — человек, которому нечего терять, но который при этом триумфально находит выход из безвыходной ситуации. Саундтрек вообще создан с полным пониманием того, как, когда и где будет играть та или иная композиция. Музыка реагирует на игровой процесс, добавляя атмосфере еще больше кинематографичности. А все потому, что для Remedy музыка всегда была важнейшей частью повествования. Она важна настолько, что в 2016 году Remedy устроили специальную джем-сессию, где вместо того, чтобы просто рассказывать о саундтреках, главный креативный директор компании Сэм Лейк сделал это под музыку из своих игр. Remedy родилась из демо-сцены, так что у нас программный код и музыка сочетаются в идеальной гармонии. И лучшего описания найти трудно. Чисто технически композиции саундтрека первого Max Payne можно разделить на две категории: музыка для игровых сцен и ambient. Только вот это разделение весьма условно, ведь переплетены они настолько, что иногда ambient задает игровую ситуацию, а чисто игровая музыка может быть подложкой под происходящее. Скажем, Graphic Novel, как следует из названия, является фоновой мелодией для комиксных вставок. Это более мрачная и тягучая, но менее мелодичная версия главной темы.
Тогда как Nightmare, ставший основой для сюрреалистичных ночных кошмаров главного героя и представляющая собой чистейший эмбиент с вкраплением криков, мольбы о помощи, плачем и еще кучей звуков, хоть и имеет, если можно так сказать, официальную версию. Компилируется при этом игрой на лету. Это то, что так редко встречается в играх, сплав игрового и саунд-дизайна. Но что еще более уникально, так это то, что на основной мотив разные звуки накладываются в зависимости от действий игрока. Они могут указывать путь, или усиливать восприятие. При этом неизменно задавая непревзойденную атмосферу ужаса, выстроенную для каждого геймера индивидуально. Это и есть основной принцип демо-сцены, направления, главной особенностью которого является создание видеоряда, генерируемого в реальном времени. И за такой безумно креативный подход к музыке стоит благодарить ветерана финской демо-сцены, композитора Терра Костермаа, более известного под псевдонимом Тек. Держатся в напряжении треки и во время игровых ситуаций. Bionite Power, играющая в моменте, когда Макс скрывается от напавших на внутренний круг убийц, в основном построена на базовой тональности и повторении основного мотива. Тем не менее, она заставляет чуть ли не физически ощущать напряжение и адреналин от этой сцены. Или же Мисс Валькирия, что стало основой для уже упомянутого выше интро, но без звуков сердечного ритма композиция трансформируется в нечто навязчивое, постепенно забираясь под кожу, искажаясь. И вот от первоначальной мелодии остается лишь мешанина звуков, а основной мотив становится едва различим на заднем фоне, что, как мне кажется, намеренно подчеркивает то, какое действие оказывает на сознание препарат Валькирин, вокруг которого строится повествование. Несмотря на то, что композиций тут не так много, саундтрек крайне разнообразен. Whack-Em — быстрая, резкая и атмосферная. Mr. Big тяготеет вообще куда-то в сторону шпионского боевика в стиле No One Lives Forever. А The Flash of Fallen Angels меньше чем за полминуты передает безумие накачанного веществами Джека Люпина, что отлично дополняет атмосферу поехавшего притона, создаваемую Inner Sanctum, фоновой композицией уровня в клубе Рагнарок. Выделяются своим темпом на общем плане треки Killer Suits, Cop Chase и Man in Blue. Все они объединены похожей структурой, быстрые композиции, тон которым задает электрогитара. Их запросто можно перепутать с мелодиями из почти любой части Command & Conquer, что неудивительно. И авторы саундтрека Макс Пейн, и создатель музыки к серии CNC Фрэнк Клипаки огромные фанаты Nine Inch Nails и непосредственно Трента Резнора. Самые задорные композиции своих произведений они написали именно под его влиянием. Cop Chase же была частью рекламной кампании Max Payne, и для продвигающих роликов она подходила просто идеально. Но вот в самой игре звучит Man in Blue. Композиция очень на нее похожая, которая при этом, по мнению авторов, лучше стыкуется с геймплеем. В
первой части Max Payne музыка подчеркивала и отражала игровой процесс, но авторы желали большего. Я хотел, чтобы музыка стала частью истории. В самом первом варианте сценария Max Payne 2 главный герой терял память, и единственной зацепкой была фраза, застрявшая в его голове. Позже эта фраза оказывалась строчкой песни. От этой идеи пришлось отказаться, но в процессе работы песня стала поэмой. А затем я передал эту поэму моему другу Маркусу Аресто, и он снова сделал из нее песню. Это был трек для финальных титров. Он получил название Late Goodbye. Идея сделать песню лейтмотивом и важной частью всей игры никуда не делась. Более того, Late Goodbye преследует игрока на протяжении всего прохождения, то тут, то там появляясь в разных вариациях. Вот ее поет уборщик, а саму мелодию можно приглушенно расслышать в его наушниках. Вот в душе ее напевает спутница главного героя Мона Сакс. А вот киллер наигрывает ее прекрасный мотив на фортепиано. И все ведет к тому, чтобы услышать оригинальную версию под занавес, когда финальный выстрел ставит жирную точку и в этой грустной истории. Late Goodbye была первым синглом недавно образовавшейся рок-группы Poets of the Fall, но подождите, вас ничего не смущает? Сэм Лейк дает возможность начинающей команде, у которой нет ни единого трека за плечами, написать основополагающую для всего сюжета игры композицию. Просто вот потому, что там играет его друг, на самом деле не совсем так. Маркус Аресто сотрудничал с Remedy еще во времена первой части. Правда, там он исполнил роль Владимира Лема в комиксных вставках. Тогда он лишь мечтал о том, чтобы начать музыкальную карьеру, и начал он ее с релизом Max Payne 2. Однажды вечером мы ехали с Сэмом в машине и заговорили о том, что моя группа может написать песню для его новой игры. А он такой: ага, классная идея, пока. А спустя 3 недели я позвонил ему и сказал: слушай, ты помнишь, мы говорили о том, чтобы написать песню? И он ответил: ага, помню. Я пришлю инструкции, а дальше делай, как считаешь нужным. В общем, так я и написал Late Goodbye. Композиция Late Goodbye не только наполнена мрачным и депрессивным звучанием, присущим Max Payne 2, она отсылается к миру игры. В частности, вот эта строка. Если перевести ее дословно, то звучит как какая-то нелепица. Пока в зеркале Джона ты не увидишь себя, постаревшего и слабого. При этом ни до, ни после в песне ни о каком Джоне речи не идет. Но вот в контексте игры все встает на свои места. Одно из шоу, идущих по внутриигровому телевидению, носит название Address Unknown. Главный герой шоу балансирует на грани сумасшествия, а антагониста зовут Джон Миррор. И он появляется в зеркалах. John Mirror came to mock me in the bathroom mirror. The flamingo was with him. Как сделать так, чтобы придуманное вами ощущалось как реально существующее место? В реальном мире такие вещи, как музыка, телевидение и кино, присутствуют в нашей повседневной жизни. Так что, когда я создавал мир, эти детали помогли придать ему красок и дополнить повествование. Не отходя далеко от телевидения, хочется затронуть мою любимую тему – сэмплирование. Другое внутриигровое шоу Lords and Ladies очень долго не давало мне покоя своим джинглом. В нем всегда ощущалось что-то неуловимо знакомое, пока я наконец не понял, это тот же сэмпл, что я слышал в легендарных третьих героях. Но на этом пересечения не заканчиваются. Из Heroes of Might and Magic 3, а если быть точнее из трека Cavehead, сопровождающий вход в подземелье, взята начальная часть темы Моны Сакс. И она же звучит в одном из треков фильма «Последнее дело Ламарки» с Робертом Де Ниро.
Но это далеко не значит, что все стащили у героев. Дело в том, что это всего лишь сэмпл из платной музыкальной библиотеки, которой пользовались авторы всех вышеозначенных произведений, каждый из которых при этом наполнил его своим смыслом. Подверглась переработке и главная тема. Теперь лидирующее место занимают тоскливые струнные инструменты. Soundscape сердцебиения вновь вплетен в основной мотив, и он то появляется, то исчезает, словно бы отражая грань между жизнью и смертью, по которой ходят все герои этой истории. Там, где в первой части мотив уходил в возвышенное звучание фортепиано, будто символизируя торжество героя над несправедливостью. В продолжении струнные уводят его в большую меланхолию, тоску и безнадежность, когда ничего нельзя изменить, а все попытки это сделать оборачиваются еще большими проблемами. Ведь человек, которому нечего терять, на самом деле это тот человек, который уже потерял все. Саундтрек по большей части выражен именно что в минорном стиле с постоянным привкусом грусти. Что взявшие тут верх струнные инструменты передают идеально. Даже там, где нужно дать напряжение и драйва, нуарные нотки не покидают музыкальное сопровождение. Если треки первой игры серии были созданы с упором на максимальное разнообразие, то в сиквеле авторы решили привести все к единому стилю, потому что музыка для Remedy – важнейшая часть повествования. Именно поэтому одно не работает без другого. Именно поэтому, услышав музыку из Max Payne, подсознание рисует сцены из игры, а когда мы видим сцены из Max Payne, музыка словно бы сама всплывает у нас в голове. Есть, на мой взгляд, лишь одна композиция, отсылающая своей стилистикой к первой части. Это Mona the Professional. Как и сама Мона, так и эта мелодия словно бы связывает две эти истории. При этом, если в начале музыка звучит в стиле первой игры, то потом к электронике примешиваются характерные для второй части струнные, словно бы приближая Мону к Максу. Хотя чисто электронных композиций тут хватает. Авторы не изменили стиль музыки, они сделали его осмысленнее и более плотно связали с историей. Тема Address Unknown — это вообще безумнейшая вещь, сносящая нахрен четвертую стену. Она, с одной стороны, является темой внутриигрового шоу, и ее слышит Макс Пейн. А с другой она звучит только для игрока, как фоновая мелодия в те моменты, когда Пейн посещает заброшенную съемочную площадку. То есть она как бы существует в двух мирах одновременно. Только поймите меня правильно, я не пытаюсь сказать, что саундтрек первого Макса плохо или проигрывает второму. Ни в коем случае. Оба музыкальных сопровождения хороши, но хороши по-разному. Однако вот Nightmare, тема кошмаров второй части, на мой взгляд, выполнена в сиквеле с куда меньшим креативом. Мелодия классная, но в отличие от первой игры, большая ее часть предзаписана, и ей не хватает той вариативности возникающих саундскейпов, что раньше делало трипы более непредсказуемыми и уникальными.
Ну и конечно нельзя не отметить тему Владимира Лема. Странно говорить о спойлерах в контексте игры 20-летней давности, но я и не буду спойлерить. Скажу лишь, что если вы знаете, чем история закончилась, то тот факт, что тема Владимира — это единственная композиция, в которой струнные инструменты занимают не лидирующую позицию, а являются фоном, как бы отделяя его ото всех остальных героев, дает еще пару очков в копилку того, что саундтрек действительно проработан до мельчайших деталей. И пускай геймплейно и сюжетно не все фанаты восприняли игру столь же восторженно, как и первую часть, и воспринимают до сих пор, ее саундтрек считается не менее культовым, чем у прародителя. К тому же Max Payne 2 запустила карьеру финских рокеров Poets of the Fall, что начали выдавать один хит за другим, и их сначала заметили в своей стране, затем по всей Европе, а затем и в мире. И на этом в середине нулевых мы пока их оставим, ведь совсем скоро они вернутся, далеко не в самом ожидаемом ключе. Remedy после релиза Max Payne начинает работу над следующей игрой, и для нее им понадобился новый композитор. Кто-то не засветившийся, но страстно желающий поработать в индустрии видеоигр, кто-то с классическим музыкальным образованием, но умеющий писать в разных жанрах, и желательно кто-то из Финляндии. Задача звучит как невыполнимая, но такой человек нашелся, и им оказался Петри Аланко. У меня был друг, работающий в компании FutureMark, и он был знаком с ребятами из Remedy. На какой-то неформальной встрече один из представителей Remedy случайно спросил моего друга, знает ли он кого-нибудь, способного создавать оркестровую музыку и запоминающиеся мелодии. А он назвал им мое имя и дал мой номер телефона. Вскоре после этого мне позвонили из Remedy и попросили о встрече. Петри Аланко — музыкант крайне разносторонний. В раннем детстве изучал фортепианные пьесы Прокофьева, Чайковского, Рахманинова, Моцарта, Бетховена и Баха. В юношестве подсел на электронику, Kraftwerk, Вангелиса, Dead Can Dance, Tangerine Dream, а потом на индастриал и, конечно же, Трента Резнора с Nine Inch Nails. Мне порой кажется, что Резнор повлиял вообще на всю игровую музыку, и если вам было бы интересно послушать про него, то дайте знать в комментариях. Ну да ладно, не будем отвлекаться. Вышеописанным бэкграунд Петри Аланко не ограничивается. Я отошел от классического лагеря в начале 90-х, чтобы заработать немного денег в мире поп-музыки. Но я всегда хотел писать музыку для фильмов и игр. В любом случае, было много поп-рок проектов. Очень часто мне приходилось иметь дело с барабанщиками, которые относились к своей музыке слишком легкомысленно, и мне приходилось исправлять их записи на слух задолго до изобретения Beat Detective в Pro Tools. Я просто пытался скомпоновать барабаны, чтобы они звучали так, как должны. Я буквально нарезал записи на фрагменты и собирал заново. И вот с таким багажом, а это я еще намеренно не уделил внимания всем синтезаторам, драм-машинам, музыкальным инструментам и сэмплерам, работе с которыми в процессе становления обучился Петри Аланко. В общем, с таким багажом в середине нулевых он по рекомендации своего друга приходит на первую встречу с разработчиками из Remedy. Тогда я вообще не знал, чего ожидать, хотя был в курсе, что музыкальные проекты, связанные с программированием, могут занимать больше времени по сравнению с обычными. Однако с самого начала было совершенно ясно, что Remedy были настоящими профессионалами, очень проницательные, остроумные, забавные, всегда готовые обсуждать свежие идеи. Стиль, к которому они стремились, был очень четко определен при первой встрече, и мы придерживались его до конца. Несмотря на то, что сюжет немного изменился за те 5 лет, что я работал над Alan Wake. После первой же встречи Петри принимается за работу. Первая же композиция, что он пишет для игры и накладывает на имеющуюся на момент 2004 года версию, задает тон всей будущей партитуре. Работа так увлекает автора, а самая первая композиция кажется столь незначительной, ведь на ее основе появляются куда более осмысленные произведения, что она просто теряется где-то в архивах. Однако это сыграет очень важную роль спустя много-много лет, и эта композиция вновь понадобится в самый нужный момент. Пока же музыкальное сопровождение получается крайне атмосферным. A Writer's Dream начинается с чистого и четкого фортепианного вступления и тоскующих струнных.
но лишь до тех пор, пока не появляется полумистическая тема. Драматичный и взрывной переход к полностью оркестровой части придает ей силу лишь на короткое мгновение, поскольку вскоре она затихает и превращается в зловещую и не предвещающую ничего хорошего. У каждой мелодии есть две стороны. Основной мотив и слои, на создание которых и уходит больше всего времени. Под слоями я имею в виду музыкальные фразы и мотивы. Некоторые основаны на действии, происходящем в сцене, другие на мотивации персонажа, его целях и так далее. Музыка, которую для Alan Wake тщательно выписывает Аланка, наполнена едва уловимой меланхолией, подобной той, что можно было слышать в культовом Твин Пиксе. Эмбиентные текстуры и саундскейпы интегрированы в партитуру таких треков, как Taken by the Night, помогая создавать ощущение напряженности. Каждое такое произведение неуловимо притягательно. Музыка Alan Wake вообще насыщена какой-то едва уловимой красотой. Welcome to Bright Falls, где оркестр задает фантастическую мелодию, к которой вскоре присоединяется флейта. Что действительно выделяет этот трек, на мой взгляд, так это изящная фортепианная часть. Аланка создает здесь замечательную атмосферу. Также завораживающе фортепиано звучит в столь же меланхоличной The Clicker. Оркестр буквально оживил музыку. Дирижер Дэвид Кристиансен проделал великолепную олдскульную работу, записывая композиции по памяти, почти не заглядывая в записи. Я дал им основы мелодии, где было написано, какой инструмент в какой части композиции я хотел бы услышать. И при необходимости они могли сами комбинировать все это. Я просто прослушивал результат, и мне практически не пришлось ничего менять. Я говорил что-то в духе «вот тут портатто должно быть длиннее». И они делали так, как нужно. Bright Falls, Light and Power и The Well-Lit Room больше похожи на размышления персонажей, подходящие для визуализации путешествия Алана Уэйка. Эмоциональная направленность музыки умудряется намекать на то, что ждет героев, не выдавая сюжетную линию самой игры. В этом смысле The Well-Lit Room делает сцену прощания Алана и Барри, друзей, которые понимают, что скорее всего больше не увидят друг друга, еще более эмоциональной. Alan Wake — это мистический триллер, где есть место и захватывающим экшен-темам, таким как эффектный Deerfest, звучащий в противовес задумчивым и медленным композициям. Walking Up to a Nightmare — одна из центральных вещей, где элементы дизайна, тематики и звукового ландшафта переплетены для создания жути и напряжения. К сожалению, темп финальных уровней становится все более и более быстрым, напряженным, поэтому мне пришлось нарушить правила и начать писать реплики со скоростью более 160 ударов в минуту. Я ненавижу короткие музыкальные лупы, поэтому я написал кучу 3-5 минутных лупов, разделенных на компоненты, эмбиент, перкуссия, оркестр, чтобы получить цельные мелодии, которые подстраиваются под происходящее. Саундтрек Alan Wake получился невероятно целостным. Даже и не скажешь, что все композиции здесь это проба пера, безусловно талантливого и опытного композитора, но проба пера в новом амплуа создателя видеоигровой музыки. Причем если некоторые треки Петри Аланка вполне себе представлял в качестве композиции для игры, вроде Tom the Diver, которую считают одной из самых пронзительных во всем саундтреке.
Другие в то же время были отложены в стол, потому что Аланка не понимал, нужны ли они, а многие оказались просто необходимы. Я помню тот день, когда увидел финальный ролик. Элис выныривает из глубин озера, это просто душераздирающе. Строби Харью, руководитель кинематографической группы, выбрал одну из самых трогательных тем. Она была написана ранее в качестве дополнения на случай, если им понадобится что-то подобное. Но она была отложена, потому что, на мой взгляд, была слишком позитивной. Однако в финальной сцене сработала просто идеально. Но оркестровый саундтрек — это лишь половина того, что заготовили авторы. Была ведь еще и лицензированная музыка. Желание Сэма Лейка сделать произведение на стыке жанров кино и видеоигр получило тут свое развитие. Помните принцип Лейка, которого он придерживался во времена Макс Пейн? В реальном мире такие вещи, как музыка, телевидение и кино, присутствуют в нашей повседневной жизни. Так что, когда я создавал мир, эти детали помогли придать ему красок и дополнить повествование. Именно поэтому имевшая сериальную структуру игра получила в конце каждого эпизода лицензированную закрывающую композицию. Каждый трек подобран под главу и так или иначе подводит черту под тем, что главный герой пережил, или дает представление о том, что его ждет в будущем. От In Dreams Роя Орбисона и до Space Oddity великого Дэвида Боуи. Периодически встречающиеся в игре радиоприемники дают возможность послушать треки 50-х, 70-х и даже конца нулевых. Что придает миру живости и реалистичности. Однако самое интересное — это опять композиция Poets of the Fall. К моменту выхода игры они уже записали 3 студийных альбома и вовсю писали 4-й под названием Twilight Theater. Поэты никак не были задействованы в проекте очень долгое время. Однако один из синглов War, написанный вообще как отдельный трек, без какого-либо участия Remedy, волшебным образом описывал путь и стенания главного героя. Просто весь текст можно переложить на историю Алана Уэйка. И строки про потерю памяти, и сражение в компании очень близкого человека, мимо такого Remedy пройти просто не могли. Песня War стала очередным мета-высказыванием. На нее был срочно снят клип с актером Илкой Вилли, исполнившим роль Алана. Она звучит в игре по завершении 5 главы. И ее же крутят по радио, а ведущий в этот момент замечает, что Poets of the Fall очень похожи на одну местную группу. They always remind me of our local rock legends, the old gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single. И, кстати, о них. Old Gods of Asgard — это альтер-эго Poets of the Fall в мире игры. Старики-рокеры, песни которых исполняет Маркоса Аресто. И они на самом деле играют большое значение в сюжете. The Poet and the Muse буквально пересказывает сюжетную линию и указывает герою, куда двигаться дальше. А Children of the Elder God мало того, что сама по себе забойнейший рок-трек, так еще и идеально ложится на геймплейный момент с отбиванием от толп одержимых на самодельной рок-сцене посреди поля. Подобное в будущем, естественно, получит свое развитие. В плане ретроспективы всегда интересно увидеть то, как заложенные идеи трансформировались в нечто большее с каждым новым проектом. Но до этого мы еще дойдем. Пока же важно отметить еще пару моментов. Во-первых, в дополнении American Nightmare Петри Аланка соорудил огромное количество безумных,
местами страшных. Но неизменно интересных композиций. Во-вторых, это, на мой взгляд, офигенная сцена с падением спутника под Касабиан. Ну а в-третьих, это снова Poets of the Fall, которые подарили The Happy Song. А как Old Gods of Asgard забойнейшую Balance Slays the Demon. Которое в середине содержит скрытое послание. Оно тизерит события, что будут важны аж спустя 7 лет и одну игру Remedy. Но к его расшифровке мы вернемся чуть позже. Пока же в очередной раз Remedy идут по сложному пути – создавать что-то новое вместо сиквела, а именно Quantum Break. По сложному пути идет и Петри Аланко. В эпоху, когда композиторы при создании партитур полагаются на библиотеки сэмплов, он в Quantum Break пишет не только музыку, но и вообще все звуки для нее с нуля. Я создаю тщательно продуманную библиотеку необработанных звуков для основы партитуры. Для Quantum Break я написал обширный набор звуковой палитры. Чем больше я делаю на подготовительном этапе, тем легче мне работать в дальнейшем. И усилия композитора безусловно стоили того, поскольку звуки в Quantum Break являются одними из самых уникальных и разнообразных, что я слышал. Вот, например, Suite for Time and Machines. За 6,5 минут она дарит невероятное звучание. Несмотря на явную электронную направленность трека, вкрапления оркестровых инструментов инородными не выглядят, а совсем наоборот дополняют пьесу. Обманчиво простая тема Meeting an Old Friend на самом деле одна из самых креативных композиций саундтрека. Один из самых странных моментов произошел на ранних этапах работы над Quantum Break, когда я записал 200-килограммовые ржавые железные ворота. Я подключил к ним несколько контактных микрофонов, и когда порыв ветра подхватил ворота и медленно, очень медленно открыл их, я получил поистине невероятный звук. Он идеально подошел для проекта. Я лишь слегка его доработал, и теперь он открывает композицию. Мелодия умудряется заинтересовать и вдохновить одновременно, и в этом основное отличие саундтрека Quantum Break от предыдущего проекта. Отойдя в сторону от оркестрового звучания, опираясь на уникальные сэмплы и любовь к электронной музыке, саундтрек вышел не похожим ни на что и крайне самобытным. Dodging Bullets побуждает игрока к действию превосходным темпом. Музыкальная тема создает ощущение потока благодаря основному электронному мотиву, басовым партиям и мягким переходам. Петри Аланко пишет музыку, абсолютно четко понимая контекст происходящего на экране. Он с самого начала знал сюжетную линию и даже пытался ее дополнить музыкой. Меня вдохновила история. Кроме того, во время обсуждения со сценаристами у меня в голове постоянно всплывали картинки. Я хотел рассказать о предыстории персонажей, о том, как они развиваются на протяжении событий, что отразилось и в музыке. Поскольку я был страстным поклонником ранних записей Tangerine Dream и концептуальной электронной музыки 70-х и 80-х, я сразу почувствовал, что они отлично отражают эмоции, присутствующие в сюжетной линии. Эмоциональных треков тут действительно с запасом. Goodbye Again, Beth и Captain Waiting отлично подчеркивают сюжетные моменты.
А последнее так и вовсе переходит от слегка меланхоличного вступления с элементами струнных к волнующей электронной кульминации. Более того, Петри Аланка за несколько лет до нолановского довода дошел до того же, что сделал в саундтреке к фильму его композитор Людвиг Йорансон. Использовал инвертированные звуки. Ведь если время может течь назад, то почему бы это не делать и музыке? У Quantum Break есть музыкальная иллюстрация к каждому важному сюжетному моменту. Отсутствие лейтмотива в данном случае играет лишь в плюс. Петри Аланка пошел на большой риск, предполагая, что без главной темы все остальные композиции получатся столь же яркими, но оно того стоило. Ведь тут он применил все знания и опыт, что приобрел за десятилетия. Некоторые сэмплы, воспроизводящие глубокие, искаженные, рычащие басовые звуки, были изначально записаны на моем Ensoniq Mirage в 1987 году. Вы можете распознать их везде, где звучит бам. Моя подруга в то время играла на виолончели, я записал ее и пропустил через синтезатор, и она была потрясена, услышав такие искаженные звуки. Они никогда ранее не использовались нигде до Quantum Break и просто лежали в моем личном архиве, так что можно сказать, что некоторые части саундтрека Quantum Break были написаны в 80-х. Однако Quantum Break, будучи детищем Сэма Лейка, продолжила и развила заложенную в Alan Wake концепцию сосуществования мира игры и кино. Но если в прошлом проекте игра лишь получила сериальную структуру, то здесь для дополнения сюжета был снят отдельный сериал. Хотя справедливости ради, по Alan Wake тоже был снят мини-сериал, но он был не обязателен к просмотру. Здесь же за каждым эпизодом игры следовала серия. Она рассказывала о тех моментах, что остались за кадром. К тому же некоторые сцены внутри кинопроизведения менялись в зависимости от действий игрока. Совсем незначительно, но все же. При этом к сериальной составляющей Петри Аланка уже отношения не имел. За нее отвечал Джон Кефер. Саундтрек к фильму и игровая музыка дополняют друг друга, но у каждого из них есть свое собственное звучание и тематические идеи. Я в своей работе использую электронную и акустическую палитру, сочетающую элементы минимализма. Она звучит более кинематографично, что в данном случае и требуется, для того, чтобы поддерживать происходящее на экране. Поскольку производством телешоу занималась сторонняя компания, не связанная с Remedy и Microsoft, их графики были довольно независимы от основного продукта. Работа над шоу была завершена задолго до завершения игры. Кроме того, поскольку съемки сериала проходили на западном побережье Северной Америки, я не мог приехать туда, бросив написание саундтрека для игры. Отыскать сериальную музыку довольно непросто, и большая часть ее утеряна, потому что, насколько я понял, отдельно она не выходила, так что оценить ее можно лишь по видеоматериалам и немногочисленным уцелевшим записям. И лично мне кажется, что она вполне неплохо сочетается с тем, что написал Петри Аланка. Композиции звучат иначе, не столь же дерзко и экспериментально, но передают основную суть – неоднородность течения времени. Список лицензированных песен снова был на уровне. От Тото до Paramore. Poets of the Fall предоставили всего одну композицию – «Лабиринт» с альбома Clearview.
Трудно сказать почему, но в Quantum Break рокерам уделено очень мало внимания. В написании музыки они почти не участвуют. Их альтер-эго Old Gods of Asgard упоминается пару раз. Однако их тайное послание, заложенное еще в Alan Wake, не давало покоя фанатам. Настало время разобраться, что же там было зашифровано. Разгадка несложная, нужно лишь проиграть фрагмент в обратном порядке. В городе под названием Ordinary. Именно тут и берет начало история следующего проекта. Control. Тут Poets of the Fall выдали перформанс, ранее не виданный не только для игр компании, но и, как мне кажется, для всей игровой индустрии. Хотя на первый взгляд так и не скажешь. Ну да, они снова присутствуют тут в двух ипостасях, изображая самих себя, когда их песня My Dark Disquiet с альбома Ultraviolet располагается в качестве аномального образца в одной из камер содержания Федерального бюро контроля. И в данном случае снова срабатывает триггер, что когда Poets of the Fall не пишут музыку для игр Remedy, они все равно пишут музыку для игр Remedy. Это чистейшая конспирология, и трек создавался абсолютно отдельно от игры, но некоторые строки настолько похожи на цитаты из игровых произведений, что просто диву даешься. Вот, например. К сожалению, из-за ограничений YouTube я не могу включить фрагмент целиком, но вот вам соответствующий текст, а вот его перевод. И его запросто можно отнести к Alan Wake'у. А дальше по тексту песни и вовсе следует сюжетный спойлер к развязке игры Control. Кто проходил, думаю, понимает, о чем речь. Но я повторюсь, это лишь конспирологическая теория, как и в случае с песней War, это просто совпадение. Однако, если поэты творят такое, когда просто пишут музыку, представьте, что будет, когда они напишут ее для игры целенаправленно. В Control возвращается альтер-эго рокеров Old Gods of Asgard, и их появление уничтожает просто все на своем пути. Сейчас внимание! Трек Take Control — это, во-первых, вокальный эксперимент, ведь в таком стиле Маркоса Аресто ранее не пел. Во-вторых, эта композиция является важным сюжетным элементом. Без нее главная героиня не может перемещаться по лабиринту пепельницы, помещению, которое в отсутствии музыки просто будет гонять нас по кругу. В-третьих, текст песни теперь уже напрямую и безо всяких натягиваний пересказывает события, как те, что произошли до момента, в который играет песня, так и те, которые произойдут после. А финальные строчки — это буквально описание окончания игры. И это далеко не все. Трек Take Control является, пожалуй, одним из лучших олицетворений сочетания игрового и саунд-дизайна. Подобно тому, как композиция и куча амбиентных слоев накладывались друг на друга в Max Payne, тут этот подход вышел на недосягаемый уровень. Группа записала несколько частей песни, которые переходят друг в друга в определенных местах уровня. А саунд и левел дизайнеры сделали так, чтобы при прохождении вместе с музыкой сохранялся и ритм геймплея. То есть композиция задает ритм игровому процессу, а он влияет на то, как будет строиться мелодия. И если вы думаете, что на этом все, то самое безумное ждет нас впереди. Итак, на протяжении всей песни снова можно услышать ряд скрытых посланий, которые вновь расшифровываются, если проиграть их задом наперед. Для экономии времени, хотя какая тут нафиг экономия, ролик и так уже выходит больше часа, я не буду разбирать каждый. Если интересно, можете поставить на паузу и прочитать инструкцию к расшифровке. И прикол в том, что в оригинальной игре эта загадка никуда не вела. Она сыграла во втором дополнении, именно там нашлось объяснение песни. Еле это изображение на стене, которую можно разрушить, странная последовательность цифр — это код, который требуется применить на часах, а в конце решения всей головоломки нас вознаграждают кат-сценой, в
которой Алан Уэйк рассказывает о том, как сложилась судьба участников Old Gods of Asgard после финала первой части. The Valhalla Nursing Home. Founded in 2014 for Odin and Tor Anderson of the Old Gods of Asgard fame. И если Poets of the Fall лишь немного обезумели при написании музыки, то Петри Аланко просто сошел с ума. Необычный сеттинг с куда большим налетом мистики и паранормального, чем раньше, требовал музыки будто бы из иного мира, а любовь композитора к созданию звуков самостоятельно, на первый взгляд, должна была ограничить творца, но на самом деле сыграла ему на руку. Я записал, как работает кофемашина с помощью микрофонов, предназначенных для улавливания частот, недоступных человеческому уху, а затем вывел эти частоты в диапазон слышимости. Но на этом он не остановился. Таким же методом он записал работающую стиральную машину, щелчки выключателей света, звук горящего, играющего пианино. Петри Аланко просверлил отверстия в тарелках барабанной установки и наигрывал на них мелодию. Для создания саундтрека он записывал буквально все, что попадалось под руку. Я разработал несколько алгоритмов для обработки записи, так что какой бы звук ни вводился в алгоритм, на выходе на него накладывалось что-то вроде «Вы можете слышать это повсеместно». Так мне удалось заложить основу искаженного звука Control. Саундтрек Control — это максимально сюрреалистичный как игровой, так и музыкальный опыт. И тут на помощь теперь уже бессменному композитору Remedy Петри Аланко приходит Мартин Стик Андерсон, автор музыки к Limbo и Inside. Общая любовь Аланко и Андерсона к необычным источникам звука и нестандартный подход к обработке, а также сила эстетического видения Remedy обеспечили соответствующий уровень партитуры и звукового оформления. Основная идея состояла в том, чтобы иметь дело с технологиями до цифровой эры. Старые телефоны, слайд-проекторы, магнитофоны. Мы не хотели использовать звуки, которые были бы слишком современными. Саундтрек действительно получился необычным. Местами в нем прослеживаются атмосферные и пугающие нотки в композициях вроде Nihil Est Simplex или Portam ad Inferno. А местами будто бы просачивается тягучий саундтрек вышеупомянутых Limbo и Inside, Vantage и Vapor. С нотами, уводящими словно в гипнотический транс в Counterfeit, за что Стигу Андерсону стоит сказать отдельное большое спасибо. Soror et Frater выделяется тем, что отсылает к Quantum Break, отличаясь медленным вступлением и интенсивным экшеном. А также поэтическими нотами, и все это всего-то за 4 с небольшим минуты. Но и она, по моему мнению, меркнет на фоне Finis Est Principum Alterius, треке, написанном в стиле Вангелиса, что играет в заключительном акте игры. Партитура тут превосходна тем, что заставляет чувствовать себя потерянным в бесконечном странном месте, когда мелодия постепенно будто забирается под кожу. При этом, если в прошлых играх компании за инструментал отвечали игровые композиторы, а вокальные партии были либо лицензированы, либо за них отдувались Poets of the Fall, сейчас креативный гений Сэма Лейка еще больше увязал происходящее с музыкой, и Аланко с Андерсоном написали много необычных песен. В первую очередь, это санкаринское танго. На ранних этапах предполагалось, что один из персонажей, уборщик, будет финном, Ахти, которого в итоге сыграл замечательный Марти Сусалло, и мы решили, что он обязательно должен иметь вокальную партию в игре. Нам, финнам, нравится танго. Оно поразило нашу страну еще в 50-х.
Мы решили, черт возьми, да, уборщик Ахти обожает танго, и мы собираемся заставить его спеть. Сэм попросил меня сделать шаблон текста для танго, то есть количество слогов в строке. И однажды в субботу я получил имейл с черновиком готового материала. Я прочитал текст, и музыка, по сути, тут же сложилась у меня в голове сама собой. После этого Петри довольно быстро записал музыкальные партии для фортепиано, контрабаса и ударных. Все было готово к сведению. Я вошел в состояние потока, когда сочинял танго. Это было настоящее волшебство. Но большая его часть произошла, когда актер озвучания, мистер Сусало, исполнил вокальную партию. Он справился с этим с первого дубля. И нам даже не пришлось использовать автотюн. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Не менее потрясающим вышел и оммаж к 80-м, исполненный одним из персонажей игры. Трек Dynamite, который, если не спойлерить, в контексте происходящего становится еще забавнее. Или же не менее великолепная секция в стиле синтвейв в одном из дополнений. Объединение звукового, визуального и игрового дизайна мало того, что дарит опыт ритм игры в контексте экшена от третьего лица, так еще и звучит и выглядит крайне свежо. И вот тут кажется, что круче уже невозможно, что Remedy, Poets of the Fall и Петри Аланко вместе сделали все, что только можно. Классные геймплейно-музыкальные сегменты, необычные методы звукоизвлечения, нестандартный подход к написанию саундтрека, метанарратив с нарушением четвертой стены, когда композиции становятся связующим звеном сюжета, лицензирование мелодий, наконец. Однако все действующие лица здесь лишь разминались, чтобы погрузиться и погрузить нас в по-настоящему безумный саундтрек. Alan Wake 2. Тут все заложенные ранее элементы были выведены на поистине недосягаемый уровень, а все причастные к созданию лица так сильно были погружены в проект, что на вопросы журналистов порой отвечали буквально словно они персонажи игры. Например, Брин Гилберт, автор интервью с Петри Аланко для портала Game Developer, описывает ощущение, полученное от ответов о саундтреке так, будто бы их написал сам Alan Wake. И действительно, просто послушайте это под звуки пишущей машинки. Двойственность всегда присутствует в этом проекте, нависая подобно тяжелому облаку. Темное место начинает мало-помалу просачиваться в наш мир, отравляя все вокруг, а граница между двумя реальностями очень нечеткая. И грань между ними все размывается и размывается, пока не останется только дымка. Говоря о двойственности, в первую очередь композитор имеет в виду не столько, скажем так, спойлерные моменты, сколько наличие двух главных героев, и для каждого теперь требуется создать оригинальное звучание. Сага Андерсон, агент ФБР, расследующая серию ритуальных убийств в Брайт Фоллс, и Алан Уэйк, писатель, что пытается сбежать из альтернативного измерения, из темного места, потустороннего кошмара, похожего на извращенную версию Нью-Йорка. Поэтому Аланко включает в партитуру два совершенно разных стиля. Самый контрастный пример, на мой взгляд, следующий. В то время как Wide Awake построена вокруг заключения Алана в темном месте, Follow Into the Dark показывает мир глазами Саги, которая его видит словно Алан из первой части. Она прибыла в город, в котором потихоньку начинают происходить странные события. Она разрывается между семейной жизнью и работой, спокойствием и постоянной опасностью с налетом сверхъестественного, которая постепенно захватывает ее окружение. Или же трек Nightingale, сопровождающий эпизод битвы с одержимым боссом. Мелодия с сильно искаженными басами, настойчивая, гнетущая и далекая от прекрасной оркестровой музыки, что играла буквально пару минут назад.
Я создал первые треки для сиквела через год после выхода первой Alan Wake, и я забыл многое из того, что написал изначально, пока не посмотрел свои записи 4 года назад, и они пригодились при написании музыки для второй части. В этом саундтреке нет места повторению, это снова эксперимент. Вы не найдете здесь двух одинаковых песен, даже двух похожих песен. Иногда струнные будут буквально действовать вам на нервы, доводя до безумия, пока одержимые не начнут мерещиться за каждым деревом. А давящий синтезатор не заставит шарахаться от каждой тени в темном месте. Чтобы добиться такого эффекта, композитор использует весь возможный арсенал. Это, например, Upper Session Engine, который называют самым пугающим музыкальным инструментом в истории. Это приспособление наполовину гитара, наполовину перкуссионный инструмент, и большая часть звуков, которые вы слышали в хоррор-произведениях, была написана именно на нем. А те, что не написаны на Upper Session Engine, созданы при помощи Mega Marvin, не менее адской машины для звукоизвлечения. Аланка потратил долгие часы, пытаясь выбить убийственные сэмплы из устройств, но этого было недостаточно. Он задал себе вопрос, как бы звучали инструменты, если бы на них играли под водой. Для ответа на него композитор начинает придумывать необычные способы создания звуков. Для начала он соорудил машину из эмалированного умывальника 50-х годов. Я подключил к нему пьезоэлементы и контактные микрофоны и проигрывал звуки через поверхность умывальника. Так я написал набор сэмплов, которые затем использовал во всех возможных плагинах для обработки, которые только смог достать. А затем Петри и вовсе уходит в отрыв. Чтобы записать нужные звуки, я сжег 2 пианино, а одно разбил игрушками для взрослых. Еще одно я поднял на погрузчике и уронил с высоты на бетонный пол. Но все же главная мелодия этой истории за авторством Петри Аланка была написана не в этом творческом порыве. Она была создана в далеком 2004 году. Она крайне важна для истории и происходит под самый ее конец. И тут я единственный раз за все видео не могу обойтись без спойлеров, так что если вы только планируете прохождение Alan Wake 2, мотайте вот на этот тайм-код. В процессе работы над саундтреком Петри и Аланка показали одну из финальных кат-сцен, ту самую, в которой Алан наконец сбегает из темного места, написав историю ужаса, что стало реальностью. Он понимает, что ему нужно вернуться в свою тюрьму, чтобы помешать темной сущности уничтожить мир. Во время поездки в Брайт Фоллс, готовый снова пожертвовать собой, он произносит монолог о цене своих действий и о невинных людях, которым причинила боль его история. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. Когда я увидел сцену поездки на автомобиле, что-то щелкнуло. Она была в точности такой же, что и демонстрационный ролик, который мне показывали в 2004 году. Даже темп был идентичным. Композитор не мог избавиться от чувства дежавю, дома копаясь в старых DVD-дисках, которым было почти 2 десятилетия, и отчаявшись найти то, что нужно, он наконец вспоминает о старой консоли Xbox 360, в дисковод которой все эти годы был вставлен диск с одной из промежуточных версий Alan Wake, к которой тогда, в 2004-м, буквально за несколько часов автор написал музыку. Это была та самая первая песня саундтрека первой части серии и огромной вселенной Remedy. Песня, которая была откинута как ненужная. И именно она стала кульминацией всего. Аланка неустанно трудился, чтобы восстановить ее, и был в полном восторге, когда закончил. Самая первая песня стала фактически завершающей для этой части игры, будто она волшебным образом была написана специально для этого момента 2 десятилетиями ранее. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I had dived in. A
leap of faith for Alice. Ну и не отходя далеко от спойлерной части, лично мне было очень приятно услышать кусочки старого саундтрека в момент, когда Алан полноценно переходит под наш контроль в реальном мире. В процессе подготовки музыкального сопровождения Аланка была написана еще одна гениальная вокальная партия для уборщика Ахти. Помимо мотивов танго, тут отчетливо прослеживаются оммажи к музыкальному сопровождению первого сезона «Настоящего детектива». Стоит ли говорить, что текст имеет кучу спойлеров как к истории саги, так и к истории Алана? Они, само собой, завуалированы, да и песня исполняется на финском, так что с выключенными субтитрами все равно ничего не понятно, но зная сюжетные ходы, настройки песни начинаешь смотреть иначе. Как и когда-то с Max Payne 2, в случае с Alan Wake 2, Сэм Лейк пишет несколько поэм, которые отражают видение того, как он представляет себе музыкальное сопровождение. Но в данном случае он отдает их не Poets of the Fall. Тут задумка гораздо масштабнее. Remedy объединяются с финским продюсерским центром Fright Music, чтобы с нуля записать завершающую песню к каждой главе Alan Wake 2. А также ряд других треков для музыкального сопровождения. Для этого в Финляндии организуется тайный лагерь по написанию музыки, куда, только вдумайтесь, со всего мира частным самолетом в атмосфере строжайшей секретности доставляется 20 музыкальных коллективов. И никто из участников понятия не имеет, чем они будут заниматься по прилету. Как заметил один из организаторов Теему Бруннила, одной из самых сложных задач было заставить людей добраться сюда, не зная, на что они подписываются. В лагере Сэм Лейк познакомил авторов со своими поэмами, кратко ввел в курс дела, объяснил, о чем будет игра, и все. Единственным правилом было то, что их тексты должны были рассказывать историю Alan Wake 2. Стихи были действительно красиво написаны, мрачные и супер крутые, так что это было настоящее сокровище. Для Сэма Лейка такое сотрудничество с Fright Music стало кульминацией идей, которые он вынашивал более 13 лет. Это был долгий и извилистый путь. Теперь, когда мы наконец смогли это сделать, мы поставили на карту все. И это действительно так, ведь помимо всего вышеперечисленного, для прекрасных Poets of the Fall была заготовлена не менее, а может и более важная роль, чем для новичков, пишущих музыку в секретном лагере. Для начала в качестве Old Gods of Asgard великолепная лиричная Anger's Remorse. Look in the mirror, the cobweb of my soul. Композиция становится частью геймплея, что не новинка для серии, а обстановка опять интересна с геймплейной точки зрения. Ну и текст будто бы описывает уже не столько происходящие вокруг события, сколько отношения героев, что лишь усиливает момент. Dark Ocean Summoning будто бы является продолжением Children of the Elder God из предыдущей части. Но продолжением, выкрученным на 200%, вновь с посланием, на этот раз не зашифрованным, а обращенным уже и к игроку, и к персонажам, и сопровождающее геймплейно и сюжетно важный момент. Появление песни обосновано историей, а ее текст снова подчеркивает события и, избегая лишних спойлеров, является как бы частью ритуала, который не только приближает концовку истории, но и лежит в ее начале. И несмотря на все вышеперечисленное, и на то, что по-хорошему упарывались и сходили с ума все причастные к саундтреку люди, поэты просто вынесли в одну калитку каждого, затмив уровнем с мюзиклом все вокруг, выйдя не только за пределы игры, но и за пределы игровой индустрии.
Herald of Darkness — квинтэссенция всего, что делали Remedy и Poets of the Fall до этого. Это и сплав реального мира с миром кино, с этими предзаписанными роликами, которые тут часть геймплея. Это и сам текст внутри песни, описывающий события, произошедшие до первой части, затрагивающие первую игру с ее аддонами и даже немного расширяющий лор, и заглядывающие в будущее. В конце концов, Herald of Darkness — это отличная рок-опера, которая к тому же в середине резко меняет стиль, дабы описать и подчеркнуть изменения, произошедшие с главным героем, чтобы потом вернуться к задорной рок-составляющей. Ну и конечно же, Herald of Darkness — это вирусная вещь, которая может быть и кого-то уже подзадолбала, но так часто бывает с медиа, получившим популярность, ведь широкая популярность — это отнюдь не синоним чего-то плохого. Однако на Herald of Darkness история не заканчивается. Дело в том, что уже за пределами игры Old Gods of Asgard выпустили еще один сингл — The Sea of Night. Пиратскую балладу, в которой Маркоса Ареста с товарищами по группе вновь исполнил хоть и небольшую, но экспериментальную вокальную партию во вступлении, которая, к слову, написана в стиле пиратских шанти. Да и сама песня в Alan Wake 2 не встречается и, мне кажется, сама по себе является большим зашифрованным посланием, полный смысл которого мы узнаем лишь в готовящихся на момент выхода этого ролика DLC. Ну и самое, на мой взгляд, интересное в истории Poets of the Fall то, что их первая песня до сих пор является визитной карточкой, и именно ее исполняли на премии BAFTA в 2024 году. Это ли не гениальность и знак качества? Я всегда ищу способы завлечь Poets of the Fall в наши игры и рад, что меня окружают такие талантливые люди, как Марко, Петри и каждый человек, с которым я трудился бок о бок все эти годы. Я чрезвычайно горжусь каждой игрой, над которой работал с Remedy, и тем, что знаком с ними. Я постоянно стараюсь развиваться сам, чтобы каждый мой следующий проект становился только лучше. Для меня то, что мы делаем как Old Gods of Asgard, это одна из самых безумных и в то же время прекрасных вещей, в которых я когда-либо участвовал. Я невероятно благодарен судьбе за то, что она меня познакомила с Сэмом, и за то, что мы остаемся друзьями и можем творить эти крутые вещи. Keep on flashing by, and we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye, and we keep driving into the night. It's a late goodbye.